Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня, когда кольцо на нашей шее с каждым днем сужается, нам как никогда надо быть вместе и поддерживать друг друга. YouTube в любой момент могут закрыть. И потому подписывайтесь на резервный телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Ссылки в описании внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте большой палец вверх и нажимайте на колокольчик. Деритесь, ругайтесь, соглашайтесь, вот только не оставайтесь равнодушными. Избегаем поганых сетей пропаганды и по психологии учимся побеждать обстоятельства. Как всегда, выходим или, как получается, выползаем из тени, начинаем жить. Ролик «Гладиатора» набрал к этому времени больше 1,5 миллиона просмотров. Может быть, люди хотят посмотреть бравых зеленых человечков? Рот, сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина. Еду я на родину, пусть кричат урод. Как они разъезжают по освобожденным территориям. Живем, горели потом. Закованные в броню среди безмолвно стоящих на обочине мирных жителей. Может, зрителям интересно, какая музыка нравится нашим бравым парням, отстаивающим наши попранные интересы на вражеской территории. Любишь Шевчука? Да, нравится. Слушай, ну он там во время войны в Чечне так тоже и на передовую ездил, и все такое. Красавчик. Хорошая песня. Но сейчас он от нас открестился, ты в курсе? Или как они обмениваются трофеями, вероятно, только что безвозмездно подаренными жителям ближайших освобожденных домов. Ну что вы? Дарю взять. От души, братан. Монетку надо, холодное оружие просто так не дарят, братан. Нет, конечно. У легионера есть еще много просмотров. Например, про допрос пленного из Азова. И там прямо немерено, кровожадно комментариев. Но у этого ролика про Шевчука в 2 раза больше просмотров, чем даже у того допроса. Такого, как нам нравится. В темноте лампа в морду врага. Голос уверенный в своей пиздонной правоте следака и каверзные вопросы об извергах, язычниках, снующих межправедных православных рядов. А дело-то в простом любопытстве. Многим было любопытно. Ну вот, Иуда Шевчук наконец прозрел, почуял, на чьей стороне правда. Сила-то в правде. Преклонил, зараза, голову свою пред нами, истинными патриотами. И в погоне за шальными деньгами все-таки изменил своим многолетним ядовитым речам. Знаем мы этих продажных либерастов. Стоит поманить купюрками или надавить чуток на дурную головку кирзовым сапожком, и они бегут, как крысы с корабля. А это значит, и еще раз убеждаемся, что дело наше правое, и мы победим, етить.
комментарии до бесконечности отрешенные и слащавые. О смелости и доброте лиц мальчиков, о доблестной победе, чтобы возвращались с победой домой, чтобы дали жару этим ворогам рода человеческого. До тошноты все однообразное и безликое, как под копирку. Видимо, иные комменты просто вырезаны. Думаю, их было немало. Другая часть, напротив, хотя и привыкла к бесконечной лжи и фейкам, за ними замиранием сердца включала ролик, боясь увидеть, что еще на одного, без того безразличной, немногочисленной армии его сторонников стало меньше. Неужели он продался? Не хочу верить. Но если правда, то, что случилось, и как его удалось сломать? Эти люди уже давно, конечно, не без участия пропаганды и кривой статистики стараются подавить в себе беснующихся демонов, призывающих быть как все, не выделяться. Против лома нет приема. От меня ведь ничего не зависит. Им бесконечно внушается, что они юродивы, маргиналы, бредущие против течения, под осуждающим оком агрессивно-послушного большинства, большого брата, бесчисленных распознающих лица видеокамер, утекающих сквозь пальцы надежд, веры в человека, потерянных друзей и родных. И когда они подключались к эфиру, им грезилось или их страшное будущее, когда распухающая от собственной значимости карательная машина ненароком наконец подомнет их маленькие тельца. И флаг все же устоял, и не все еще потеряно. Духовные склепы, псарня у трона, на кладбище света. И те, и другие вынуждены были смотреть ролик до конца. Когда же, наконец, сам-то Шевчук появится? Они с надеждой, в ожидании суда Линча над изменником и предателем. Но не случилось. На этот раз Шевчук не появился. Да и не мог появиться никогда в таком месте и в такое время. Звучали его песни. Его разрывающийся голос, мелькали слушающие этот драйв, надрыв, но не понимающие и скрытого смысла простые мальчишечьи лица, сжимающие автоматы. Все! Так почему я считаю, что Шевчук это тот человек, который не может там появиться и не мог этого сделать? Пришлось провести серьезный психологический анализ его интервью и видео. И попытаюсь сейчас, насколько позволит YouTube, показать вам эти кусочки, отрывки, дать короткие, хотя комментарии, хотя и сам Юра вполне может все сделать сам за себя. Как много таких лиц на разных войнах до этого повидал Юрий. Сколько он ездил именно к ним, этим простым, незамысловатым мальчишкам, раз от раза бросаемым властями на алтарь самых разных войн. Видел их растерзанные тела и плакал, не умея сдерживаться, уходя в запой. Как-то вот, чтобы
да пригасить немножко эту взаимную ненависть, боль, потерь, страх, потому что очень много же мирного населения погибло. Я ж там даже вот МЧС, там санитаром немножко там работал. Мы возили вот раненых чеченских бабушек там в Моздок тоже на вертушках, там во Владикавказ возили, там очень интересно, да. Ну и грустно очень. Представляешь, бабушка лежит чеченская, у нее авоська, а там крышка от чайника, блин. Все, что у нее осталось, блин. За всю жизнь ее работы просто вообще все. Но тоже не для слабонервных. Да, я, может быть, нигде это не рассказывал, но я прекратил петь как-то вот после первой Чечни, потому что 95-й год, ну, неважно, многие об этом знают, и там парень один умирал, понимаешь, вот буквально смысл слова. Умирал молодой парень. Там, и ко мне подбежал его друг, это было около больнички. Там, в Грозном? Да. И говорит, там Вася умирает, Юрий, он всю жизнь мечтал, чтобы песню «Осень» спели. Ну, и подошел, спел. Он умер. Ну, еще после этого я как-то, ты знаешь, это... Ну, как-то у меня не пелось оно очень долгое время. Я ночь стоял под дождем, им расписывался на военниках: добра, удачи, там, добра, удачи, там, все, будет мир, все, вернешься домой, туда-сюда. Потом, когда я был в Грозном, около больнички, мне показали там вот просто целую кучу этих военников, пробитых пулями там в крови. И там мои автографы: добра, удачи. То есть это парни, которые погибли? Погибли, да, буквально через 3-4 дня. И снова ехал, и снова пел, поддерживал и спасал, терял очередные иллюзии и надежды. И по поводу меняющихся властей, по поводу демократии, по поводу человечности и самого человека. Шиворот, я бухал и плакал, вот честно говоря. Да мне все это снилось, я не мог спать, да, бухал и плакал. И... Да, Юрий один из нас, не ангел и не дьявол. Он ошибался, дрался и был бит, каялся, уходил в запой и в очередной раз бросал навсегда и намертво. Вот как он сам выразился по поводу своих былых слабостей. Мнение о том, что измененное создание можно добиться с помощью алкоголя или наркотиков, полная ерунда. Я ни одной хорошей песни под алкоголем не написал. Когда ты выпиваешь, тебе просто кажется, что ты что-то гениальное чиркаешь, а на утро просыпаешься и выбрасываешь все это в мусор. Сознание, измененное посредством алкоголя и наркотиков, это птичий язык. Он скорее бессмысленен, построен на примитивных чувствах, эмоциях, как у животных. И меня больше волнует, что сегодня все больше людей начинают говорить не на языке разума, а вот именно таким птичьим языком. Да пошел ты, сам пошел и так далее. Те, кто считает, что он чист и светел, никогда в своей жизни не ошибался, и человек должен носить клеймо алкоголика или наркомана. А идите лесом. Ищите себе кумиров с горячим сердцем и холодной головой. Я сегодня говорю о живых и ярких, не проеденных бледной молью. Когда начались эти статьи о том, что я враг государства и народа и так далее, многие люди наши уфимские, просто которых я не знаю, многие даже до сих пор, стали писать письма коллективные прямо в газеты, в местные наши башкирские, с призывами руки прочь от Шевчука. Никакой он не враг страны, России, народа, просто поет честные песни. Если бы как раз вот в Уфе люди не организовали вот какое-то движение в защиту Шевчука, его бы просто посадили в психушку, потому что ему же говорили, что он агент Ватикана. Друзей у Юры немного. С одними развелась смерть, с другими взгляды на жизнь и на музыку. Но о том, что Шевчук на фоне своей принципиальности, брутальности и одиночества так и остался человеком без кожи, знают именно они. Жизнь была прекрасная и чудовищная одновременно. Масса была трагедий. В марте 92-го года
От рака умерла жена Юрия Шевчука, Эльмира. Сыну Пете было всего 4 года. Альбом «Актриса весна» посвящен Эльмире Шевчук. Я глотаю последний огонь сигарет. Я впустил ее в дом. Он один из вас. Но тот, кто оказался способен сохранить себя, свой моральный стержень, и несмотря на обстоятельства, смены режимом, и политик, понимать, где грязь, а где небо. Его творчество позволило ему, в отличие от большинства нас, не просиживать часами и днями на диване в просмотре сериалов, бесконечных оболванивающих полит-шоу, блогерских шутовских роликов и тикток-инстаграмов. Когда будете смотреть отрывки, обратите внимание на его очень внимательный, иногда даже тревожный, изучающий собеседника взгляд, прикрытый подчеркнуто внешней вальяжностью и напускным безразличием. Он выдает очень ранимую и закрывающуюся от внешней агрессии, рефлексирующую личность, старающуюся не причинить вреда окружающим. И сквозь эту мимику проскальзывает открытая, доброжелательная, едва зарождающаяся улыбка человека, избегающего конфликтов. В психологии иногда это называется улыбка Будды. Однако это не касается профессиональной, эмоционально значимой для такого человека сферы. Обычно это человек, радеющий за добро для всех, без разбора. Мир во всем мире, романтик, непрактичный и плохо распоряжающийся деньгами. Но при нарушении окружающими непреложных для него моральных истин он готов на решительные, иногда агрессивные поступки. Даже ценой того, чтобы покинуть свой защищенный интровертный кокон. Потому что на самом деле Юрка всегда был чрезвычайно тонким, очень интеллектуальным человеком, не по набору знаний, а по внутреннему ощущению. Шевчук вызывает доверие. У него есть некий кредит публики. В него верят как в человека. Он не запачкался. Он, повторяю, не халуй начальство, он сам по себе. У него есть свои понятия о гражданственности, о том, что такое русский человек, о том, что такое русский гражданин, если угодно, русский солдат. Что такое? Разведбат. Разведбат! Юра Шевчук к вам приехал. Что за Шевчук? Группа ДДТ! Группа ДДТ! В 1995 году Шевчук и музыкант ДДТ Александр Бровко едут в Чечню. По словам Юры, эта поездка не планировалась как концерт на передовой. Но МЧСовцы сказали Шевчуку: без гитары мы тебя на борт не возьмем. Музыканты ехали на войну, чтобы понять, что происходит на самом деле. Увидеть все своими глазами. Он там и санитаром работал, и как бы и бойцов прикрывал, и его прикрывали. То есть он был в бою, настоящем был в бою. И вот мы пошли посмотреть место, где, куда привозили погибших солдат, офицеров. Поле, разъезженное техникой, где грязи было по пояс. И вот в этой грязи лежали бойцы. Ходил там полупьяный какой-то человек, который раскладывал их, потому что в другом состоянии там, наверное, находиться было невозможно. Юра нам говорит: вы останьтесь здесь, а я пойду, говорит, с ними поговорю. Потом, как мы поняли, он там отпевал, молился за них, наедине вот с этими погибшими, с этой грязью. Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны, просто. И не каждый был снаружи прекрасный. И не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечьи, не по птичьи, да не по овечьи, по-людски они меня
грели. А я им пел рок-н-ролльные песни, говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Не пройти мне ответом там, где пулей вопрос, где каждый взгляд миллиметром. Время 5 папирос, мертвый город хоронит свои голоса, потерялись и бродят между стен небеса. Рождество наступило, в подвале темно, сколько душ погубило. Напротив окно я забыл, что в природе еще что-то есть. 6-го приняли роды, без 6 минут 6. И вот лежит здесь два угля лежит вот здесь в палатке, которых узнать невозможно. Кто это такой? Невозможно узнать. Ну это да, были. И вот среди этих углей есть 2 наших. Ложкин и Булах. Нет. Ложкин, говорю, и Лазарев. 2 угля должно быть. Вы понимаете, мы их не узнаем. Мы их не узнаем. Вот 2 угля. Они по метру. Вот метр расстояние. Высота. Вот это Сережка скажет. А на утро выпал снег после долгого огня. Этот снег убил меня, погасил короткий век. Я набрал его в ладонь, сплюнул в белый грязь и пыль. То ли не быль, то ли быль, то ли вечность, то ли вонь. Части аудитории, смотрящей этот ролик, приведу несколько любимых и созвучных многим из вас цитат истинных патриотов. Ну, например, Захар Прилепин. Люди, воспитавшие нас, боги рок-н-ролла, вопиюще наивные, очень малообразованные люди, дети, по сути. Малые бородатые дети, скурившие свой цветок, певшие и пишущие, и в кино играющие, наша интеллигенция, увы, не имеет и малой доли той снисходительности, свойственной русскому солдату и ополченцу. Напротив, оценки интеллигенции почти всегда резкие, непримиримы, радикальны. Они вроде бы против войны, но когда их слушаешь, не покидает ощущение, что они сами и есть война. А это голос самого гуманного русского глубинного народа. Шевчук гнида, предатель! Не только кровавого режима, но и России, и русских. То, что он делает, идет во вред нашей стране. На следующий день телефон заревел, блин. Мне предложили, сразу позвонили из Конгресса Соединенных Штатов, читать там лекцию и так далее, и то прочее. Я сказал, что мы сами без вас, блин, разберемся. Но я не сторонник того, чтобы за границей там как бы маму родину так, так сказать... Разбираться надо своей. Полоскать, конечно. Конечно, да. Или он прекраснодушный дебил, романтизм которого используют против страны, заслуживает только кирпича по морде. На мою свободу слова льют козлы свободу лжи. Гражданин начальник снова сказку злую расскажи. Поставили себя в положение гуру морали и мудрости. Это самоназначение стало признаком гордыни. Но пусть он выбирает места для своих выступлений там,
где к нему толерантно относятся, то есть за рубежом. Прекрасный сленг. Ну ладно. Этого мне еще много напишите, поэтому не буду опережать события. Жду. Как-то все-таки очень хочется остаться людьми нам. Вообще просто людьми. Пусть грешниками, но просто людьми. Не циниками, не новой буржуазии, не пролетарской революции, а просто людьми остаться. Это очень важно, мне кажется, сейчас. Во времена нашей новейшей истории. А теперь о другом. Поехали! В ряде СМИ приводится высказывание Шевчука, которое прозвучало в Нью-Йорке на встрече с поклонниками. Музыкант сказал: «Я не могу быть политиком, потому что не смогу послать человека на смерть. Меня туда, в политику, приглашали и даже тащили, но путем долгих размышлений я про себя понял, что я точно не политик, я гражданин. Но это тоже немало». Гражданин, да. Это тоже немало. У меня никогда не было близких отношений с какими-то ни было властями, будь то советская власть, Ельцин или Путин теперь. Мое любимое высказывание: хозяин артиста Бог, а не царь. И я никогда не любил начальство, что бы оно ни обещало. Наше поколение рок-н-ролла — это свобода, сказал он. Все были едины в одном вот этом желании сломать стену и выйти к чистой свободе. Это абсолютно наивная, утопичная мечта, но она как бы вот владела всеми умами, да, того времени. И когда, значит, к этой свободе все пришли, каждый понял, что он под свободой. Вся страна, и мы в том числе, ждали, что сейчас что-то лучше будет дальше, что-то светлое будущее какое-то наконец наступит. Когда облака ниже колен, когда на зубах куски языка, когда национальность голосует за кровь, когда одиночество выжжет дотла, когда слово «вера» похоже на нож, когда плавятся книги на колокола, когда самоубийство честнее всего, когда вместо ритма нервная дрожь, а в сияющем храме лики святых тебе говорят, что церковь не ты, что ты поешь, когда у тебя вместо смерти похабные сны, предчувствия гражданской войны. Я так осмотрелся, это ни одна власть не в силах эту свободу внутреннюю отменить, да. Когда же в ролике «Гладиатора» попутчик водителя пытается заставить солдата усомниться в Шевчуке, они не могут не вспомнить, как тот не раз ездил поддерживать таких же русских солдат, так и мирное население в разные горячие точки. Был самым бесстрашным и беспристрастным сторонником простых мальчишек, солдат. Также очень много потерял в 91 году. Мне страна ворковала от сыновьей любви, вытирая платочком сухие глаза, сморкаясь в кровавое вымя зари, поминая героические имена, прикрепляя медаль на дырявую грудь, намечая ударный трудовой путь в райкомовском рае, подливая чаек. Все хорошо, все нормально. Прорывался в Чечню, Таджикистан, Афганистан, Белград. Часто выступал с критикой российских властей, давал интервью на острые социальные темы,
беседовал с солдатами в блиндажах, укрытиях, выступал с акустическими концертами. Несколько раз вместе с ними попадал под обстрелы. Разведбат! Юра Шевчук к вам приехал. Что за Шевчук? Группа ДДТ! Группа ДДТ! А потом Чечня, еще один удар. И я действительно, как вся наша страна, смотрел вот этот ящик, блин, и недоумевал просто. Опять 25, что же это такое, братцы, творится? И много меня спрашивали об этом, почему я туда поехал. В этой поездке Шевчук сделал трагическую по своей сути видеосъемку, где просил солдат представиться и назвать свой город, где они родились. И через несколько лет стало известно, что из 2 десятков парней, увековеченных на пленке, с войны вернулся только 1. Ходите и говорите: так, мужики, давайте на память назовите, кто из какого города. И там молодые лица говорят: я из Татарстана, я из Питера, из Волгограда, из Тулы и всего остального. А я слышал, что потом только 1 из них вернулся живым. Ребята, я всех сниму на память. Так, идет съемка, мужики. Все, идет, да. Говорите, кто откуда. Откуда? С города Зеленодольска, с Татарстана. Волгоград, Юра. С города Калининграда. О, Калининград. Тула. Волгоград. Очень приятно, Тула. Из Питера. Оренбург. Урал. Конго. Оренбург. Шкала, Мариэл. Командир полка. Волгоград. Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный. И не все были высокого роста. Можно не хлопать? Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечьи, не по птичьи, да не по овечьи, по-людски они меня грели. А я им пел рок-н-ролльные песни, говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирней генералы. Здесь я видел, что, может быть, будет с Москвой, Украиной, Уралом. 18 лет — это немного, когда бродишь по Тверской да без денег. И немало, когда сердце стало, а от страны тебе пластмассовый веник. Страна! Последней поездкой для него стал грузино-осетинский конфликт 2008 года, после которого он перестал ездить в места военных действий. Блин, а туда-то зачем? По Чечне нет вопросов, это родина. Я ездил к служивым, Юрий Александрович, потому что тогда армия была в полнейшей, кромешной такой жопе. Блин. Как он сказал, почему не ездит выступать ни в ЛДНР, ни в Сирию, с меня хватило. Нет, нет, сколько можно? Это ужасно. Везде убивали людей. Я уже побывал на войне, на войнах, и получил по башке и по душе нормально. И я просто знаю, что ничего там такого нового не будет. Я не за нового же езжу. Но не знаю. У меня как-то уже ноги в ту сторону не идут. Сейчас уже нет. Ехали на фронт? Не, не поехал. Саш, я тут вернулся другим человеком абсолютно. Если раньше у меня были какие-то иллюзии о власти, о народе, о том, о сём, да, какие-то иллюзорные какие-то мысли о какой-то братстве, равенстве, демократии. Здесь я понял, что нам до этого так далеко. Потому что война, понимаешь, это
Это уже, я там понял одно, что это следствие вот того зла, которое копится в мирной жизни. Это очень такие вещи. И сколько там наблюдал трагедии и так далее. Я не понимаю связи с демократией. Многие Ну, демократические... я понял, что эта власть ничем не лучше другой. Что такие же монстры, такие же вот просто люди, для которых, ну человек ничего не стоит просто. Все ходят, Это гуляют, послевоенный сидят, синдром называется, кажется. да, все ходят, сидят в барах, гуляют, смеются, а там людей убивают. Тут просто 2-3 часа лета убивают людей со всех сторон просто, месиво. А тут, понимаешь, ничего. Конечно, все... И несмотря на это, он неоднократно пытался что-то изменить и в нашей стране. И обратиться к политикам, побудить их спуститься с небес к народу и хотя бы постараться понять. Но безуспешно. Произошедшие события, что гражданская война – это правда на правду, это абсурд. И то, что страну довели до этой гражданской войны, и вот неправильные действия и с той, и с другой стороны политической. И что занятие политикой и фанатизм, а между этим ничего фактически нет. И очень часто люди ныряют в фанатизм, и человек, занимающийся политикой, искренне убежденный в том, что его политическая идея спасет Россию, всех нас грешных, и бабу Маню, и дядю Федю, и Василия Сержанта, и Хипана Митю. И именно если он придет к власти, то он-то как раз и поднимет ее с колен. И когда он так убежден в своей этой политической правоте, все оппоненты его становятся врагами его. Мне нравится система, которая выстроена в стране. Она бесчеловечна, она очень феодальна. Есть класс начальников, господ, есть просто электорат и быдло. Это очень плохое разделение народа. И есть какой-то один человек, который за всех за нас решает, куда Россия пойдет, направо или налево. Судов. Это все очень важно для развития страны. И что я хочу сказать? У меня несколько вопросов просто. Первое – свобода, слово такое. То есть свобода прессы, свобода информации. Потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя такая. Есть князей и бояр, да, с мигалками, и есть тягловый народ, и пропасть огромная. Вы все это знаете. С другой стороны, ведь единственный выход, чтобы все были равны перед законом. И бояре, и тягловый народ. И чтобы шахтеры не шли в забой, как штрафные батальоны, да? Вот, чтобы это было все по-человечески, чтобы у нас была личность в стране, свободная, уважающая себя, и тогда поднимем патриотизм. Потому что патриотизм плакатом его не создашь. А у нас, я вижу, очень много, и я не один, интеллигенция, очкарики, скажем так, мы видим очень много. И вот видим этот плакат, внешние проявления, попытка построения патриотизма, какой-то совести в стране путем гимнов и маршей, ну и так далее. Все это мы проходили. Только гражданское общество, только равенство всех перед законом, всех, абсолютно всех, и вас, и меня, тогда вот здесь что-то начнется. Что-то начнется, и мы будем строить и больницы, и помогать и детям, ну и вообще и нищим, коллегам, старикам, и все это будет идти от души искренне и честно. Но для этого нужна свобода прессы, потому что ее сейчас нет. Есть 1,5 газеты и там полтелевидения. На самом деле, то, что мы видим по ящику, извините, это просто, это не полемика даже, это просто, ну, те же марши и гимны. Вот. И на самом деле протестный электорат растет в стране. Он растет, вы это тоже знаете, много недовольных сложившейся ситуацией. Как вы думаете, произойдет ли вот, есть ли у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно либерализация, демократизация настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству и своему карману, да. Но вообще репрессивные органы, их очень много у нас. Я вам искренне вот... Когда позже его спрашивали на волне пропагандистской шумихи о якобы перевороте в Украине, он честно говорил: киевляне мои друзья, они ведь
на Майдан ходят, как на работу просто. Они днем работают, а вечером на Майдане. Все мои друзья, это совершенно не радикалы, не националисты. Это такие же люди, как мы с вами, умные, интеллигентные, но которых абсолютно достала просто действительно коррумпированная, полуголовная такая власть. Что вы всех фашистами называете? На Майдан вышли мои друзья. Либерализм не может быть фашизмом, потому что либерализм и демократия – это свобода личности. Туда выходят личности, которые ценят свою индивидуальность и свой взгляд на мир, на вещи, неповторимые личности. А фашизм – это кирзовые сапоги и вождь во главе угла. И пошли биться с внешними и внутренними врагами. Вот что такое фашизм. Как я не включаю телевизор, вашу программу? Все время вот эти все ваши мысли, с утра до ночи. Вы заводите народ на что? На войну? Я был на всех войнах локальных. Я был в Сербии, и был в Косово, и был в Чечне, и там, и сям, Таджикистан, Афганистан. Насмотрелся, вот. И что вы предлагаете? Что вы предлагаете? Пойти войной на Украину, на Грузию? Говорю, вы призываете к войне, а я призываю к миру. Я призываю на новых отношениях. Да, есть уже Украина. И Украина должна сама прийти к нам. Сама прийти, а не за шиворот с калашами. Туда, понимаешь, марш-бросок десантными группами. На это я не согласен. Сколько этого уже было? А слова о Крыме, Юра, вообще можно назвать правительскими. Когда он говорил: успокойтесь, бесы, долбаные кабинетные, кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым вот войско окончательно развяжет руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло. Если будет, не дай бог, война в 2014 году, и потекут по венам России и Украины 200-е, я противник всяческого правого и левого радикализма. Как нас учит история, национал-радикалы всех мастей умеют беспощадно разрушать, но строят-то другие. Политики ссорят нас, а мы не сдаемся и любим друг друга. И жить нашим братским народом вместе тысячи лет. Выход из исторического беспредела был всегда один. Ораторы разбегались, а мы вместе со стариками, женщинами и детьми оставались расхлебывать эту кровавую кашу. Протест необходим просто. Хоть в какой, хоть в такой ничтожной форме. И если, скажем, такой музыкант, как Шевчук, и как человек, и как личность он это делает, это необходимо. А иначе мы все превратимся вот в неких таких средних человечков, которые никому не интересны будут. Мы сами себе будем неинтересны. Поэтому это тем более сейчас необходимо. Когда его спрашивают поштампованным лекалом: а где же вы были 8 лет? А где был 8 лет? Все это время я помогал детям Донбасса в сотрудничестве с фондом доктора Лизы. Я людей не убивал. И этого достаточно. Сейчас всю зарплату от концертов отдаю мирным жителям Украины, оказавшимся в России, говорит он. Я готов вернуть все свои награды обратно и сделаю это совершенно спокойно.
но не готов отказаться от своей гражданской позиции. Для меня Родина – это не правительство, а хорошие, простые люди, деревья. Я могу сутками целовать березки, как Серега Есенин, и писать надрывные стихи. Родина – это бабушка, которой не хватает мелочи, чтобы расплатиться за колбасу в магазине. Он всегда придерживался антивоенной позиции. Говорил, я против спецоперации на головном мозге бедного народа по выковыриванию извилин. Поэтому мы не выходим на концертные площадки под символикой войны. И, кстати, в Тюмени, может быть, запретили наш концерт, не разрешили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал, ну, как бы заявлен, да, для концерта. И там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. А другой зал нам уже не дали, да. Вот оно в чем дело. Не, это все серьезно очень. Я не имею права, я считаю, да. Участвовать в таких вот... Промолчу. Я ребят очень люблю за это, что они меня поддерживают в том, что мы не вписываемся в никакие вот эти дешевые политические игры, не члены никаких партий, там, не рекламируем всякую ерунду. Вы сами понимаете, дорогие мои, что да, очень тяжело. Ну, финансово, материально. Но, с другой стороны, мы сохранили вот эту свободу, вот эту водицу в руках, живую воду. Может быть, это самое главное. Может быть, в этом и была наша судьба. Он делится впечатлением. Выходишь на концерт, как на допрос. Тысячи людей смотрят на тебя и ждут, что ты скажешь. Но разговоры нужны. Очень важно говорить об этом. Делать что-то доброе, что в твоих силах. Чтобы зло не убило всех нас. Быть духовными тимуровцами, в конце концов. И главное, ну что сейчас делать в России? Делать что-то доброе, что в твоих силах. Вот что-нибудь, что-то хорошее делать. Чтобы это зло, ну, не убило всех нас. Вот это важно, мне кажется. Вот насколько ты способен. Да, и вот я хочу сказать, что сейчас вот как бы то же самое. Наши пацаны, какие цели? За что они погибают? За какие-то наполеоновские планы, фу, Господи, очередного нашего властителя, да? Ну что это такое? Чудовищно. За что погибают женщины, дети, старики? Грабеж, города гибнут. Ужасно. Да. А что мы в этой жизни? ДДТ, блин. Что мы можем? Ну, мы всю жизнь говорили с вами по душам. Мы 40 лет играем, поем песни. И я думаю, что я сделал для того, чтобы этой бойни не было. Не знаю, вот и ты начинаешь думать, а вообще, а как ты жил? Что ты вообще сделал в этой жизни, сынок? Да, я перед начальством не гнулся, как бы так думаешь про себя, и родину не предавал, свои мысли о мире и любви тоже. Да. Нет войны, друзья. Вот что? Я говорю, я против войны в Афганистане, я сейчас против войны в Украине. Конечно, это трагедия. А я уже не удивлюсь, если еще надавят на кнопки орлы, и будет совсем весело. Очень много зла и раздора вокруг. Конечно, мы не можем остановить войну, но мы должны говорить о мире, о добре, о человечности. Потому что все хотят, чтобы эта проклятая война закончилась. И стараемся показать пример толерантности. Потому что ее сейчас в России просто не существует. Или черное, или белое. Это ужасно. Нет глубины, а на поверхности плавает все больше какая-то муть.
Наверное, самая последняя идеалистическая мысль как бы погибла во мне. Может быть, не самая последняя, но одна из, да. О том, что да, искусство, если ты его так называешь, и вот эта правда твоя, она еще должна быть услышана, конечно. И ничего ты не объяснишь. Это другая жизнь. Но зло в мирной жизни. Война – это следствие. Следствие. И война, с другой стороны, как бы там сейчас меня не ругали, ну, я, в принципе, пацифист, но, с другой стороны, война – это… Она проявляет человека, конечно, как ничто другое. Я видел там такие торжества, высоты духа просто, понимаешь? Такую храбрость, смелость, такие личные качества. Железнодорожной воды у ядовитой дороги. И, конечно, очень много старшего поколения и нашего поколения отмаршировало. И очень многие из наших замечательных отмаршировавших людей говорят, что а мы не знали ничего. Вот ходили строем, куда прикажут, и все. А на самом деле это не отмаз. Надо думать, зачем голова нужна или сердце. Но, как сказал Николай попса? Бердяев, знаете, он хорошую фразу сказал: «Склонен наш дорог к оргиям и хороводам». Нужно только одно, нужно вот встряхнуть душу своего современника, чтобы он открыл глаза и посмотрел, где белое, где черное. Когда после почти полного обновления состава группы его спросили: а вам комфортно с молодыми? Он ответил: ровесники мои, как правило, унылы. Среди молодых мне комфортно. Они мне говорят, что завтра будет. А я им рассказываю истории. Приносишь молодым песню, и по их реакции сразу видно, если что-то не додумал. И просто идешь и доделаешь. Мир очень ускорился. Людям, к сожалению, и читать-то времени нет. А я брюжу, что интернет это плохо. Да нет. Наоборот, понимаю, что в нем можно найти практически все. Понимаешь, это вот сейчас нынешняя тенденция, я вот говорю молодым, это какое-то упрощение. Упрощение гражданского общества, там начальники, подчиненные, там никаких других вещей уже не существует. В культуре, в рок-культуре, в рэп-культуре тоже очень много упрощения, понижения языка. Появилось целое новое поколение молодых людей, которые не считают личное обогащение целью своей жизни. Они хотят оставаться в России и делать ее лучше, богаче. Так, чтобы можно было в ней жить и гордиться своей страной. Моя крутая мечта – избавиться от тотальной лжи и воров, построить лучшее в мире доброе государство, где любой человек, вне зависимости от национальности, был бы защищен от произвола сильных мира сего, справедливыми законами. Как сказал один французский социалист, рыночная экономика возможна, но нельзя же людьми торговать. Это всегда должно быть в одном флаконе. И демократия, и законность. Законность невозможна без демократии. Но и демократия невозможна без соблюдения закона. Вот мне кажется, что это очевидная истина. Очевидная истина. Но... Итак, друзья, в следующий раз будем с вами говорить еще о чем-нибудь не менее важном и интересном для нас. Делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями и комментариями под этим роликом. Я думаю, особенно если вы прямо сейчас поддержите меня лайками, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик, поднимите пальчики, порекомендуйте его своим друзьям или подпишитесь на резервные каналы Telegram и Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Мы сможем с вами делать эти встречи чаще и поговорим о множестве
путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций, с тем, чтобы делать все более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее не отпускать. До новых встреч! Ваш архитектор судеб доктор Куров. Тошно душе среди равнодушных стен, холод клише, сумерки перемен. Они за столом поют что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню. Серая ночь, в окнах дымит рассвет, солнце взойдет, а может быть больше нет. Ночь без любви, пусты между людьми мосты, нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода. Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем в тоске моей бьешься. Темный подъезд, еще одну боль на полу, капля за каплей в нас в этой ночи. Она рваная, как страна, сгребает золу остывающих глаз. Серая речь в темном больном окне, статься и лечь в серую ночь. Во мне нет, не могу, прости, в мертвую жизнь прости, нет, не она в этой горсти. Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода. Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем в тоске моей бьешься. Свобода, свобода.